Загадочные звуковые волны из глубин Земли начали привлекать внимание ученых в последние несколько лет. В 2018 году геологи из Университета Калифорнии зафиксировали странные шумы, исходящие из недр планеты во время исследования сейсмической активности. Эти звуки оказались совершенно неожиданными и не соответствовали привычным сейсмическим моделям. Вскоре к исследованию подключились специалисты из разных стран, и по всему миру началась настоящая охота за разгадкой этого необычного явления. Сигналы, которые фиксировали сейсмометры, были короткими, но интенсивными. Они звучали как низкочастотные волны, напоминающие звук гудка, но их характеристики были столь необычными, что ученые не могли их объяснить. Сигналы шли с глубины около 100 миль, что ставило под сомнение множество теорий о происхождении звуков. В первый раз за многие десятилетия геологи столкнулись с чем-то, что бросало вызов их пониманию геологии и сейсмологии. В 2019 году пришли новые данные из разных уголков планеты. Анализ показал, что данные звуковые волны не были связаны с активными вулканами или землетрясениями. Ученые начали подозревать, что эти звуки могут быть результатом процессов, происходящих глубже, чем когда-либо предполагалось. Это открытие вызвало бурные дискуссии среди исследователей, и каждый пытался предложить свою версию происходящего. Некоторые ученые выдвинули гипотезу о том, что эти звуки могут быть связаны с движением тектонических плит. Однако другие исследователи настаивали на том, что природа сигналов полностью уникальна и не может быть объяснена известными процессами. Лаборатории по всему миру начали анализировать записи звуков, а новые технологии позволили детально изучить их спектр. Каждый новый сигнал становился поводом для обсуждения и новой порции гипотез. С каждым новым открытием ученые становились все более уверенными в том, что эти звуки могут быть чем-то большим, чем просто природным явлением. Некоторые даже начали говорить о возможности существования ранее неизвестных подземных структур, которые могут излучать звуки. Эта тема завораживала воображение исследователей и простых людей, вызывая спекуляции о том, что может находиться под нашими ногами. В какой-то момент среди ученых возникли смелые предположения о том, что эти сигналы могут быть следами древних цивилизаций, которые существовали десятки тысяч лет назад. Восхищение и трепет останавливались перед самыми экстравагантными версиями, и споры о природе сигналов продолжались. Ученые продолжали фиксировать данные, но загадка оставалась нерешенной. Таким образом, с каждым новым сигналом накапливались все новые вопросы. Что именно скрывается под нашей планетой? Параллельно с господствующими гипотезами в мире возникали загадочные слухи. Но прежде чем углубляться в возможные источники этих звуков, стоит вернуться в недалекое прошлое и проследить, как все началось. История загадочных звуковых сигналов из глубин Земли начинается с первых зарегистрированных случаев, которые натолкнули ученых на эту таинственную тему. В 2018 году команда геологов из Университета Калифорнии проводила стандартные сейсмические исследования, когда они неожиданно обнаружили необычные звуки, исходящие из недр планеты. Сначала эти сигналы были восприняты как обычный фоновый шум, но дальнейший анализ показал, что они имеют уникальные характеристики. Активно начались поиски объяснений, и в течение нескольких месяцев ученые в разных уголках мира начали фиксировать аналогичные явления. В 2019 году ситуация обострилась. Сигналы, которые ранее были зафиксированы в Калифорнии, начали поступать из множества других мест по всему миру, от Новой Зеландии до Исландии. Каждый новый сигнал добавлял еще больше загадок в эту историю. Ученые начали обмениваться данными и пытались сопоставить записи, чтобы выявить общие закономерности. Интенсивность сигналов и их частота вызывали удивление. В то время как привычные сейсмические волны были легко идентифицируемыми, эти звуки казались совершенно иными. Среди исследователей начало формироваться множество гипотез. Некоторые считали, что звуки могут быть связаны с тектоническими процессами, происходящими на больших глубинах. Другие утверждали, что они могут представлять собой следы активности подводных вулканов. Однако с каждым новым исследованием становилось очевидно, что эти теории не способны объяснить всю широту явления. В некоторых случаях звуковые волны фиксировались даже в местах, где не существовало активной тектонической деятельности. Разработанные технологии анализов звуковых сигналов позволили углубиться в изучение. Ученые использовали спектрографы для детального изучения частот и амплитуд сигналов. Результаты показали, что звуки содержат частоты, которые не были зарегистрированы ранее. Восхищение и недоумение переполняли научное сообщество. Все больше ученых начинали задаваться вопросом, связано ли это открытие с чем-то совершенно новым. Среди множества версий возникали и более экстравагантные идеи. Некоторые исследователи начали выдвигать предположения о том, что источником загадочных звуков могут быть ранее неизвестные подземные структуры. Параллельно с этим в обществе активно распространялись слухи о возможных следах древних цивилизаций, которые могли оставлять подобные сигналы. Это добавляло еще больше интриги и эмоционального накала к происходящему. Ученые пытались опровергнуть эти теории, но сами по себе звуковые волны продолжали оставаться необъясненными.
Восхитительное сочетание научных открытий и загадки, которое окружало эти звуки, привлекло внимание общественности. Множество публикаций и статей стало появляться в научных журналах и на интернет-платформах. Люди начали активно обсуждать возможные причины этих звуков, и каждый новый сигнал становился поводом для споров и обсуждений. Динамика событий росла, и с каждым днем интерес к этой теме только увеличивался. Теперь, когда мы более подробно рассмотрели историю этих загадочных сигналов, стоит обратить внимание на их источники. Каковы они? Какие тайны скрыты в недрах планеты? Давайте продолжим исследование. По мере углубления в изучение этих необычных сигналов, исследователи начали замечать, что источники звука представлены разнообразными и удивительными явлениями. Один из первых факторов, который привлек внимание ученых, заключался в том, что звуковые волны фиксировались в самых неожиданных местах. Например, одни из наиболее интенсивных сигналов пришли из района, где не было зарегистрировано никакой активной тектонической деятельности, что ставило под сомнение привычные представления о происхождении этих звуков. Некоторые эксперты выдвинули гипотезу о том, что звуки могут исходить от подводных вулканов, которые извергаются в удаленных уголках Мирового океана. Но в отличие от привычных вулканических извержений, которые сопровождаются мощными сейсмическими волнами, эти звуки имели совершенно другие характеристики, что вызывало сомнения в данной теории. Для более глубокой проработки этого вопроса ученые начали расширять свои исследования, привлекая данные с подводных беспилотных аппаратов и специальных сейсмических станций, расположенных на морском дне. Среди многочисленных гипотез стали появляться и предположения о существовании крупных подземных полостей, которые могли бы служить резонирующими камерами для звуковых волн. Исследования в таких местах, как Калифорнийская впадина, показали, что в недрах Земли могут находиться обширные пустоты, которые способны усиливать звуковые колебания. Эти полости могли быть образованы в результате эрозии или разложения минералов, однако конкретные причины их формирования оставались неясными. Загадочные звуковые волны также привели к интересным наблюдениям в области биологии. Некоторые ученые выдвинули версии о том, что звуки могут быть связаны с подземными экосистемами, в которых могут обитать неизвестные организмы. В недрах Земли возможны колонии микробов или даже более сложных форм жизни, которые могут генерировать звуки, пока мы остаемся в неведении о их существовании. Исследования в этой области находились на начальной стадии, и вскоре стали появляться первые результаты, вызывая еще больше вопросов. Другие ученые начали рассматривать возможность того, что источником звуков могут быть метеоритные удары или даже космические явления. Сигналы могли быть вызваны воздействием метеоритов, которые пробивали атмосферу и создавали звуковые волны, проникающие в недра планеты. Однако эта гипотеза также не могла объяснить уникальные характеристики сигналов, которые фиксировались в различных точках Земли. К тому времени ученые начали осознавать, что разгадка этих звуков может быть связана с чем-то более древним и загадочным, чем они могли себе представить. Научные исследования продолжали развиваться, и каждое новое открытие только усиливало интригу. Обсуждения о возможных источниках этих звуков становились все более яркими и эмоциональными, а интерес общества к этой теме рос с каждым новым сигналом. В результате всех этих исследований и предположений перед учеными встал вопрос, что на самом деле скрывается под нашей планетой. Новые технологии и методы анализа звуковых волн открывали новые горизонты, и в научном сообществе начали формироваться удивительные идеи о том, что может находиться глубоко под землей. С каждой новой находкой интрига только увеличивалась, и вскоре ученые столкнулись с необходимостью расширить свои исследования еще дальше, чтобы выяснить, какие тайны скрыты в недрах Земли. Слышите ли вы эти звуки? О, как они завораживают и пугают одновременно. Но откуда они берутся? Исследования продолжают набирать обороты, и среди ученых возникают смелые предположения о том, что таинственные сигналы могут быть следами существовавших когда-то древних цивилизаций. Эта идея, хоть и радикальная, вызывает неподдельный интерес и повод для споров. Многие исследователи начинают задаваться вопросом, возможно ли, что под нашими ногами скрываются обширные руины и остатки великих культур, которые оставили свои следы в недрах Земли. Внимание ученых привлекли не только сами сигналы, но и то, как они изменяются в зависимости от места их регистрации. Основываясь на этом, некоторые начали внимательно изучать исторические данные о древних цивилизациях. Может быть, эти звуковые волны, оставшиеся от ритуалов или коммуникаций, которые использовались при строительстве великих сооружений. Исследователи обратили внимание на то, что в некоторых регионах, где фиксировались сигналы, находились древние памятники и артефакты, что добавляло интриги к уже загадочному явлению. Некоторые ученые предложили, что сигналы могут быть результатом того, что мы называем подземным резонированием. Это явление может происходить, когда звуки, создаваемые в определенных частях Земли, вступают в резонанс с пустотами или полостями, сформировавшимися благодаря древним человеческим действиям. Например, в тех местах, где древние города могли быть построены, могут существовать подземные структуры, которые усиливают и изменяют звуковые волны, производимые земными процессами.
Среди множества теорий по поводу происхождения звуков также возникла идея о том, что они могут представлять собой механизмы или технологии, оставшиеся от давно исчезнувших цивилизаций. Многочисленные археологические находки показывают, что в древности люди использовали различные формы коммуникации, и, возможно, звуки, которые мы сейчас фиксируем, являются остатками технологий, которые когда-то использовались для передачи информации. Это поднимало новый вопрос: что еще может быть скрыто под землей? Неожиданно новые находки добавили еще больше загадок. В некоторых местах ученые обнаружили артефакты, которые, как считали, могли использоваться в ритуалах или для проведения звуковых экспериментов. Эти предметы вызывали еще больше вопросов. Могли ли древние цивилизации создавать звуковые волны, подобные тем, что фиксируются сегодня? Это подчеркивало, что возможности для исследований в этой области практически безграничны. Тем временем в научном сообществе продолжали разгораться споры. Одни ученые поддерживали идею о древних цивилизациях, другие настаивали на том, что эти звуковые волны имеют естественное происхождение. Вопрос о том, являются ли эти звуки результатом человеческой деятельности или естественных процессов, оставался открытым. Каждый новый сигнал, фиксируемый сейсмометрами, становился поводом для обсуждений и споров. Интересно, что в этот момент общество тоже начало активно реагировать на эти открытия. Появились книги и документальные фильмы о возможной связи древних цивилизаций и загадочных звуков. Спекуляции о том, что под нашей планетой могут скрываться руины великих городов, завораживают воображение многих. Это только подогревало интерес к теме и способствовало дальнейшим исследованиям. Таким образом, загадочные звуковые волны стали не только объектом научных исследований, но и предметом обсуждений в обществе. Это открытие обострило интерес к древним цивилизациям и породило новые гипотезы. Ученые продолжали искать ответ на вопрос, что на самом деле скрывается под поверхностью Земли. Возможно, это не только природные явления, но и древние тайны, которые когда-то были забыты. И только время покажет, какие еще удивительные открытия ждут нас в будущем. С каждым новым сигналом, записанным сейсмометрами, становилось очевидно, что разгадка таинственных звуков требует тщательного анализа. Ученые начали разрабатывать новые методики для изучения этих аномалий, используя современные технологии. Так, в 2020 году команда исследователей из Института геофизики в Оклахоме инициировала проект, чтобы собрать все данные о звуковых сигналах и провести их детальный анализ. Они применили спектральный анализ, который позволил выявить уникальные частотные характеристики сигналов. Это было важным шагом вперед, поскольку предыдущие методы не могли дать четких результатов. Вскоре исследователи заметили, что звуки различаются по частоте и интенсивности в зависимости от региона. Например, в некоторых местах, таких как южное побережье Австралии, сигналы имели низкие частоты и сопровождались сильными шумами, в то время как в северной части Канады звуки были более высокочастотными и чистыми. Это открытие дало понять, что источники сигналов могут быть обусловлены не только геологическими процессами, но и другими природными явлениями. Некоторые ученые начали рассматривать возможность о существовании ранее неизвестных подземных структур, которые могли бы резонировать звуки. В 2020 году геологи из Университета Брауна, проводя буровые работы в области, где фиксировались самые сильные сигналы, обнаружили обширные пустоты в земной коре. Эти полости могли быть связаны с древними процессами, такими как вулканическая активность или эрозия, но никто не мог точно объяснить, как они влияли на звуковые волны. В то же время некоторые исследователи начали обращать внимание на биологические аспекты. Один из исследовательских проектов, начатый в 2021 году, сосредоточился на возможности существования неизвестных организмов, которые могли бы генерировать звуки в недрах планеты. Сбор данных от специальных сенсоров, установленных в глубоких подземных лабораториях, показал, что в некоторых случаях звуки совпадали с периодами активности микробных колоний. Это открытие ставило под сомнение традиционные представления о подземной жизни и открывало новые горизонты для исследований в области биогеофизики. Тем временем, среди множества теорий о происхождении звуков, возникла гипотеза о влиянии метеоритных ударов. В 2022 году группа астрономов предложила, что некоторые из звуковых сигналов могут быть связаны с метеоритами, которые пробивали атмосферу и вызывали звуковые волны, проникающие в Землю. Однако при анализе временных периодов и местоположения сигналов становилось ясно, что эта теория не могла объяснить все аномалии. С каждым новым исследованием, которое проводилось, открывались новые возможности и возникали новые вопросы. Ученые начали сотрудничать с международными командами, чтобы объединить усилия в поиске объяснений. Системы сбора данных и удаленного мониторинга были расширены, и новые и более чувствительные приборы начали фиксировать еще больше сигналов. Это привело к тому, что в 2023 году начала формироваться глобальная сеть исследований, охватывающая все континенты и океаны. Таким образом, исследования загадочных звуков из глубин Земли не только продвигались вперед, но и становились все более масштабными.
Каждый новый сигнал открывал новые горизонты для научного анализа и давал возможность предлагать новые теории. Ученые продолжали искать ответы на вопросы, которые возникали из-за этих звуков, оставаясь в состоянии постоянного удивления. Разгадка могучих таинств, скрывающихся под нашей планетой, продолжала звать их к новым открытиям, и в мире науки царила атмосфера ожидания.